Ну что ж, братцы, забрал я яхту. Никто не хотел из вас забирать, сам забрал. Гик, закрутка. Здесь у нас через блок на вот такую Левмар 48. Все, кокпит заведен. Все шкоты в кокпите. Трехкаютка. Не знаю, можно зайти, сесть, лечь. Кухня угловая. Кают-компания, носовая. Динги engine, динги. И электрический памп, пластиковый. Даже зеркала нет, но это мы решим. Есть музыка, инструменты, автопилот, ST4000 и симпатичный 30-сильный Янмар. Довольно свежий, в 2015 году его поменяли. В общем, интересна вам вообще история рассказывать, что с ней дальше будет. Так, будем приводить в легкий порядок и на продажу. Поздравляю вас с наступившим 2024 годом, мои дорогие яхт-любители. Пусть этот год принесет вам только счастье, свободу от предрассудков и дело, которое вы бы хотели делать и получать от него удовольствие. Возвращаю вас в начало 2023 года. Там стало понятно, что спрос и такой ажиотаж на яхтенном рынке спал. Такие запросы на помощь в покупке, поиск и подборы, они тоже стали немножечко реже. В связи с этим мной было принято решение взять несколько проектов в работу самому. И поэтому в этом видео я хотел бы рассказать вам о своих проектах 2023 года. Это Gypsy 364, 36-футовая лодка, и Sun Odyssey 33.1, 34-футовая лодка. Их бы я хотел даже немножечко сравнить, потому что они, так получилось, находятся в разных категориях. Одна чуть больше 10 метров, другая чуть-чуть меньше 10 метров. И в связи с этим, как бы на этом сравнении, можно ли так вот сильно упираться в эти футы, если достаточно удобства в небольшой 10-метровой лодке, как Sun Odyssey, к примеру. Так как я, кстати, на последней лодке доходил до конца сезона, она все еще на продаже у нас. У нас есть пару соискателей, но предоплата не получена, а значит, вы можете на нее претендовать. Бортовой журнал Gypsy. Вышли. Есть плюсы. Работает автопилот. Работает глубина. Работает ветер. Ну, спид, я думаю, просто застрял. Как обычно, когда долго стоял. Идем на стоянку. Kia. Bye-bye. Справедливости ради добавлю, что все эти варианты, которые я сам купил, я перед этим выкладывал для того, чтобы каждый из вас мог их купить в нашем телеграм-канале Yacht Family, ссылки в описании. Проекты получились разные. Одну лодку мне удалось купить, чуть-чуть привести в порядок и почти сразу же продать. На второй побольше поработать и почти весь сезон отходить, так как мне надо было где-то жить. И так как в этих двух объектах по-разному были применены решения, к примеру, есть передний туалет, задний туалет, угловая кухня, либо вдоль стенки. И на этом можно посмотреть и понять, что вам больше нравится. Ну а начнем мы с Gypsy 364. Как вы уже видели ее в начале, какова она была, когда я ее приобрел. Сейчас вот ребята уже купили ее, и на самом их вот утреннем выходе я заскочил, чтобы отснять, какая же она все-таки получилась. Оба проекта я брал как прибрежного плавания, поэтому на обоих есть две закрутки. И Янмар, шафта, теперь это мой постоянный выбор, я это очень люблю. А то, что в ней казалось не очень симпатичным, в итоге казалось весьма функциональным. Вот мы в кокпите. Значит, в Gypsy решение рулевого механизма сделано через кардан передачи. Ну, как это, редуктор, да, здесь находится. Ребята как раз разобрали, я вот побоялся лезть. Тут был подшипник, перепрессовали. Теперь все крутится шикардосно, красиво. Значит, окна задних кают выходят в кокпит и сверху, что дает им сквозное проветривание, чего, кстати, отсутствует в Жано. Панельку пока кинули здесь, надо наверх поднимать. По краушпицам здесь они косые, что ограничивает, конечно, полные курсы, но дает современный какой-то вид. Уже для чего это, думаю, специалисты подскажут точнее.
Здесь большой лофранс, 10 миллиметров. Цепь огромная, 23-килограммовый. Якорь. Как он там, SQ, что-то там. Паруса на бежевой солнцезащите. Закрутка в мачту. В этом плане они с Джипси совершенно одинаковые. Еще мне понравилось закрытие. Вот, очень современно, закрыто. Шкоты. И рубка поднята вверх. По бортовой части у Жано повыше, у Джипси пониже, но рубка здесь поднята и освещение увеличено. Джипси был на приборах Raymarine. Я очень оценил, кстати, у меня все время эти трапы были пристегнуты, а вот в этот раз на деревяшке у нас и очень мне нравится. Так, тут у нас стоит Yanmar 3GM3E, JH, точнее. И этот с 2000 года они шли, 30-сильный. Значит, такой гарминчик я еще добавил, к нему есть эхолот. Ну и Raymarine, все это стало работать. Такая вот движуха. Значит, рундуки здесь довольно глубокий, и в Джипсе расширенный бак топливный. Так, у них в стандарте там до 70. Здесь еще, по-моему, около 100. Ну, из-за этого, конечно, рундук уменьшился, но, я вам скажу, по сравнению с Жано, как бы, места намного больше. Очень взрослые, огромные лебедки стоят, вот 48-е Ливмары. Но здесь вот конструктивно они допустили то ли по диаметру веревки ошибку, то ли как. Но когда закручивается на эту лебедку, она в эту сторону, веревка проходит очень близко здесь. Но предыдущие хозяины еще какие-то дикари, они то ли не вытаскивали его из рундука веревки, тянули так. Здесь были затертости, которые в процессе я исправил. Это отличное решение, к слову, шкотовый ящик, не знаю, как это назвать. Но в ступенечке все концы сводятся в ступенечку, это топчик. Ну и все здесь очень удобно спереди. Одно, что если тебе надо и рулить, и как бы управляться, то не совсем. Но автопилот, слава богу. А в остальном очень-очень удобно. Такая красотень. Так, здесь, так как я говорил, рубка и борта занижены, то вход очень комфортный, 4 ступеньки. Ну, перешагиваешь эту штучку и все. Потому что, опять же, на том же Жано значительно все плотнее. Каюты такого типа. Здесь она зарядная. Еще не до конца убрана, ничего страшного. Парни заревизировали, как называется. О, даже вот такую штуку сделали вообще. Атас. Одинаковые большие каюты больше, и вот эта полка рундука начинается позже. Из-за этого намного проще заходить, и в рост совершенно спокойно в рост стоишь. Я сначала думал, что этот косой пол является спорным решением, что как бы здесь все-таки надо что-то хотя бы в уголке выпрямить. Но как они это и решили, что этого не требуется, я потом тоже свыкся и понял, что не требуется. Значит, про холодильники чуть расскажу. Вот стандартный контроллер холодильника, ну и вообще компрессор на 3 контакта. И здесь он потребляет больше энергии, например, чем Жано. Жано на 4 контакта. Как-то он называется, по-моему, двухфазный. И он потребляет вообще полную ерунду. Ему выйти на полную зарядку нужно 400 Вт всего. Относился я скептически к угловой кухне дизайну и вот такому дизайну кокпита. Мне нравится в Жано, я покажу вам еще это. Но функционально оказалось очень удобно. То есть вот эти полки для хранения, какие-то вещи боковые используются и очень-очень удобны. Конструктивно в Джипсе имеется намного больше места. Ремоут-контроль мне здесь понравился. Я также перенес его очень недорого, стоит 40 евро на Джипсе. Здесь дубль приборов. Ну и очень простые как бы вещи. На обоих лодках есть водонагреватели. Здесь баки 220 литров и там чуть поменьше, до 200. Но общая capacity около 400 литров здесь. И плюс еще куча, опять же, мест для хранения. Вот это на проектах полка для сна еще какого-то. Но там эта палка есть, не знаю, для детей, может быть. Ну, опять же, продукты очень классно лежат. Туалет в Джипсе находится перед передней каютой. И также я думал, вот задний туалет в Жано кайфовый. Но здесь тоже в рост. Там я понял, что вот этот перепад находится справа налево, что не самая удобная вещь в мире.
Ну и под раковинное пространство вообще, опять же, место для хранения, хоть здесь и пусто, но есть куда что положить. Я здесь раскладывал, и было по ощущениям больше места. Тут вот я хранил паруса и прочие. Сейф и передняя каюта. Такие здесь куча зеркал. Тоже она чуть более заостренная, наверное, больше сдвинута вперед, в отличие от Жано. Но является достаточно полноценной. В ногах, конечно, не самым комфортным образом расположена. Но по хранению все немножко шире. Ну, кстати, я вот здесь когда спал, и эта полка мне как раз таки мешала. В Жано я такого не ощущаю. Хорошо здесь всегда продувается, но и, опять же, есть и вход, есть и место для хранения, ящик. Еще хочу сказать, что джипси вся обтянута вот этими кожзамом и здесь, и здесь. В Жано мне нравится, конечно, чуть больше о том, что это пластик. По электробатареям здесь 500 ампер-часов сервиса и 100 моторного. Есть инвертор. Естественно, вот здесь вот есть еще дополнительный аккумулятор VHF. Это как бы отросток, аппендикс, пережиток того, что эти лодки шли с подъемным килем. И здесь должен был быть механизм подъема, здесь стационарный киль, но здесь заходишь и сразу не упираешься. Вроде бы как бы, ну, не самая удобная вещь, но можно сесть на нем и тоже я масло всякое хранил, всякую ерунду. На 2 раковины кухня очень удобно, помыл, здесь посушил. Ну и всякие пространства. Мне, опять же, сначала показалось, что здесь маловато вот этих кухонных вещей, но та полка решала. Вот так я также хранил продукты и очень удобно. Шкафчики здесь угловые. В Жано они плоские, ну, такие квадратные. Здесь это дает дополнительно сюда, вот можно удлиниться, выйти ближе сюда. Ну и, как я говорил, здесь за счет верха и 2 окон есть сквозняк. И решение, что окно в Жано уходит наружу, то во время хода надо его закрывать, чтобы он не затекало. Здесь таких ошибок как бы нет. Много внутренних, довольно больших пространств для хранения. Там вот под низом еще куча всего, помимо того, что баки внизу. И еще в задниках. Жано этого сильно не хватает. Плюс здесь центральный бар, еще глубокий достаточно. И под ступенечками вот здесь вот есть место для хранения. Ну и даже там, где батарейный блок, тоже что-то можно положить. И там, и спереди. И опять же, этого сильно не хватает. Мест для хранения не хватает Жано. Давайте поговорим про высоту. Надо мной где-то еще 10 сантиметров. И я абсолютно в рост во всех дверях. Ну, в дверях надо мной уже 5 сантиметров. Прохожу до самой передней каюты. Перед передней каютой Жано мне приходится нагибаться. В общем, вот такой джипсик. В итоге, после пользования, я его полюбил, можно так сказать. И здесь есть подходы с 2 сторон к мотору. Опять же, в Жано есть только с этой стороны почему-то. Понравилось это решение. Леруа Мерлен стоит копейки. Можно яркость увеличивать, уменьшать. Просто топчик. Мне очень нравится. Можно за краушпицы. Единственное, что была необходимость между первой и второй краушпицей подтянуть ванту. И в данном случае решение, что она подтягивается вот здесь. А в Жано опущена параллельно вот до низа. Парни начинают движение. Так, ну, двигаемся. И тут прям звон какой-то. Красивое расцветное движение. Галата, Порос. Парни через канал и 170 миль, по-моему. Ну что, парни, добрый путь. Дочь сказала, покажи мне кнопки, буду нажимать. Капитанит. Капитан, капитан, улыбнитесь. 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 Тебе главное тискать кнопки, да? Мода. Не очень мода называй на каке. Я буду капитан. Поехали. Что за красота. Саманта уже в антифолинге.
до нуля была зачищена. Все противоосмосские работы. Красиво. Вот такая вот прелесть получилась у нас. Красотень. Пуля. Мадам Саманта. Жано Сан-Одиссей 33.1. Закрутка в мачту. Закрутка Генуи. Спрей-худ в Вимине. Все пескоструили до гель-коута. Посмотрите, что за красоту делают пескоструем, а? Как у котика яички. Просто вообще красота. Праймер, гель-шилд, противоосмозащита и слои антифолинга. Все по универсалу собрали. Симпатично получается, очень даже. Пойдем посмотрим протоптаны. Тут немного песка, но сделали вот такие протопчины. Весьма симпатично получилось. Здесь уже немножко даже грязь упала. Песочек. Вот такая необрастайка. Ну, не обрастайка, а не скользячка. Раптор мы использовали. Взяли разные. Он двухкомпонентный, полимерный. С добавкой нескользячки. По мокрому ходили очень даже. Тут у нас делают перруля, а у нас еще задача врезать сюда автопилот. Тут тоже все по учебнику. Вот здесь у нас есть праймер для металла и антифолинг Yacht Paint Velox. Жесткий для валов, металлических изделий. Закатываем красивенько. Есть, видим, сколы, да, но ничего, поживет еще. Какая красота получилась. В общем, новый радар. Все в топчике. Новый Гудрич, новый сальник Гудрича. Как звезда идет, да? Еще одну оживили симпатягу. Теперь она на воде. А это наш дорогой Сан-Одиссей 33.1, 34-футовая лодка, предоставляющая достаточно большой комфорт на свои 10 метров, зарегистрирована 9,99, что, как я сказал, дает ей другую ценовую категорию, и в то же время это очень существенно влияет на затраты. К примеру, хранение ее на драйдоке, не в каком-нибудь там нидерском захудалом, а прямо недалеко от Афин, стоит всего 160 евро в месяц. Другие затраты даже в сравнении с Джипси примерно 30% ниже. Идем прекрасно. 6-7 узлов. От 12 до 18 ветер. Идет. Обычно их так задирает, они так на волну эту залазят. А этот идет шустро и ровно. Очень круто выглядит. Прям толково идет. Ну что там, подняли катамаран. Траулер, который я, кстати, снимал давно в заброшенных маринах. Сегодня мы поднимаемся. В этом сезоне для этой яхты крайний день. Как красиво сделали, антифолинг еще вообще не обросла. Вообще чистенькая. А это вот уже ремнем цепанули, блин. Прокиндеи. Та-та-та-та. Весь сезон я думал о записи этого сравнения, но только 2 дня до отлета стимулирует. Слушай, пока я окончательно не законсервировал Сан-Одиссей 33.1, как обещал, сравнение с Gypsy 362. Это 2 проекта моих этого года. Значит, сравниваем их в удобопользовании, учитывая, что я тем и тем пользовался по 2-3 месяца. Значит, здесь мы имеем раз закрутку в мачту, Генуя закрутка, спасплот. И как мы видим, погон находится в Gypsy сразу первое. Он вот здесь находится в Gypsy. Ниже окон здесь
выше. Из-за этого абсолютно нет никакой возможности ходить. На такой маленькой лодке я иду во всю ширину. Все ванты смещены, протопчены абсолютно свободно. Не надо ничего выкручиваться, крутиться, вертеться. Это очень комфортно. И этого не давал мне даже 37-футовый S-Pace. Стоял. Здесь вообще никаких панелей не стояло. Установил 400-ваттную панель, виктроновский MPPT контроллер. Из-за того, что мне сказали, я сильно не в этом не сильно сведущ, так сказать, мачта не может упасть из-за вот этих вот двух страхующих вант. Также по удобству в Джипси вот эта перемычка вот здесь регулировалась, а в данном случае регулируется здесь. Все приходит в одну точку, и за это очень удобно было подтягивать. Хотя вот здесь, мне кажется, я не дотянул немножко, можно было бы еще. Механизм погона здесь чуть хуже, он врезан в гик, и из-за этого трение больше. Так обычно погончик отдельный, вот такой, как здесь. Соответственно, там могут быть колесики, пластиковые проставки. Здесь под низом есть пластик, он ходит, все нормально, но чуть, может быть, тяжелее, чем там. Тут не закрыты шкоты. Мне кажется, визуально все-таки это лучше, когда здесь такая пластина закрытая. Но в то же время по протяжке это тяжелее. Здесь несколько раз выскакивала веревка, я легко протянул. Там бы это было бы сложнее. Там пришлось бы такую пластину длинную раскручивать. Размер здесь у меня 11,4. Ой, 10,4, а там 10,62. Это очень небольшая разница, но кокпит у нас несколько меньше. Чисто визуально, мне кажется. Плюс, конечно, преимущество Джипси, проход вот здесь в центральной части, проход насквозь. Это супер удобно, я сейчас понимаю, потому что тут я поднимаюсь сюда, здесь перешагиваю вот этот маленький порожек, спускаюсь вот сюда, довольно длинный, по колено, да, такая ступенька. И вниз, вот когда малую снимал и прочее. Там, конечно, удобно прорезано. И хотя бы ребенок заходит сюда вот в кокпит до середины, дальше ты делаешь один подъем шажка вот сюда и пошел. Как бы в этом плане есть небольшие плюсики в той части. Но здесь побольше мест для хранения, там внизу всякие ниши заполнены и так далее. Здесь как бы в этом плане чуть более эргономично. Вот эта лестница мне намного меньше нравится, чем та как бы косая, откидная. И она очень удобно было ей так пользоваться. Она маленькая и быстро отваливалась. Это все-таки здесь как-то не самое лучшее. Закрывает всю эту штуку. Я бы, если бы уже надолго бы себе оставлял, делал бы такую лестницу, которая выдвигается и падает. Ну, вы все, наверное, знаете такую, да, складывающая такая. Вот она бы была бы где-то в конце, я бы ее прикрепил. А эта площадка бы, да, хоть бы и бензин возить, и еще что-то. Ну, короче, здесь и нормально выходить. Если вдруг тебе надо шагнуть на берег, то вот эта вот часть все время как-то не фонтан. Рундуки практически идентичные по размеру. Вот эти зарезки вокруг руля, которые шире позволяют поставить ноги. Удобно здесь в этом плане. В Джипси было по прямую, в видео вы увидите. Этого места вот ровно в S-Pace было за рулем очень много места. И я все время думал, зачем так много места. Вот здесь вот просто идеально небольшое количество места на одного человека, комфортно стоящего. Хоть так, хоть так, хоть так я стою иногда рулю. Или там сижу, все равно сидишь ты как-то вдалеке все время от руля, в крене в каком-нибудь. Вот эти вещи дугами слабоваты. Они были выгнуты. Я не знаю, как это у них получилось. В общем, они были выгнуты. Я их пытался возвращать обратно. Решил до конца не крутить. Все-таки нормальные направляющие лучше было бы здесь поставить, прикрутить. Лебедки абсолютно идентично находятся. Здесь чуть поменьше Харкины. Все-таки, опять же, мой выбор — это Livmar теперь. Я теперь точно понимаю, что Livmar делает вещи. Харкин тоже ничего. Здесь ролик крутится. Стопор хорошо работает. В S-Pace лучше, чем в Джипси. Вот эти молотки, они здесь не алюминиевые, крепкие такие, ну, серьезные, фундаментальные, потому что в Джипсике стояли такие маленькие. Здесь это только на закрутку. А вот лебедки, Livmar у Джипси были посерьезнее, повнушительнее, поприятнее. Далее вход. Опять же, веревочное хранение здесь организовано вот таким образом. В Джипсике было в ступеньке, что супер круто, супер удобно. Вот это вот я бы, скажем так, в большое путешествие по океану бы не взял. Одна лебедка с одной стороны, одна с другой стороны. Вдруг что случается, и все. И ты не знаешь, что делать, как бы
не самая удобная вещь. Но в прибрежке очень удобно то, что ты выходишь, у тебя нет лебедок под ногами. Там нигде ты как там не стучишься, или как вот там раз-два, да? Надо что-то перешагивать. Здесь хороший бимини высокий в рост, в отличие от джипсика. И выход здесь достаточно комфортный, он широкий, практически. Для меня практически ростовой, то есть я практически стою, чуть-чуть упираюсь головой, присогнутый. Ну и видимость довольно неплохая, все-таки маленькая лодка, вполне себе. Пойдем внутрь. На Сан-Одиссее стоит Yanmar 3 GN30F 2000 года мотора, такой же, ну, как бы, как этого года. Тут стоял Volvo Penta, работает шикарно. Стоял Volvo Penta, поставили вот этот. Он работает просто суперски. Я же, по-моему, писал в своем чате, что расходует всего какой-то литр, никаких подтеков, масло не жрет. Есть расширительный бак для кулента, чего не было, кстати, в Перкинсе, к примеру. От мотора нагревается вода горячая. В этом плане, конечно, экономичность этой лодки показала себя вообще с шикарной стороны. По 2000 оборотов, 4,5, 4,2, 4,5, 4,6 узлов идет. И все это меньше литра. Это при 3 каютке. Тут, видите, я уже начинаю немножко консервироваться. Задний туалет. Задний туалет — это в маленькой лодке. Надо мной, я 1,76 м, надо мной 15 сантиметров. Это сколько? 1,90 м, и столько же в туалете. Ну, это все-таки хорошо. Задние каюты, опять же, видите, уже немножко расшито. Все вот в этом пластике. Это намного удобнее, чем зашитый в ткань. Ткань все-таки имеет свойство в любом оцарении отваливаться, и это как бы не эстетично. Здесь все только на кипанеле. Хочешь — раскрутил, переобшил. Выглядит намного чище, приятнее. По размеру абсолютно идентичные. Несколько меньше по входу. Вот здесь была такая косая, по хранению я даже сказал. Здесь был косой шкафчик. И в целом это было правильно, потому что, ну, в целом можно подойти, сесть и раздеться здесь. Да, может быть, имеет смысл. Я как бы не очень много пользовался задней каютой. Но косой ящик дает больше пространства для хранения, а по факту здесь ты особо сидеть не будешь. Может быть, здесь имеет смысл переделать или там больше сюда что-то так, что-то хранить. А так заходишь, ложишься, размер хороший, длина, ноги, все у тебя, все, что надо. Коленки можно поднять, согнуть ногу в коленке, ничего не упираешься. Здесь немножко задран я, как сказал, консервируюсь уже. Абсолютно идентичная зеркальная вторая каюта. Здесь проход из-за вот этой стенки чуть-чуть менее удобный, но вообще никак не смущает абсолютно. Вообще никак не смущает. В туалете вот там вот есть бак, говорю, туда можно поставить бак серых вод, но сейчас там просто трубы, и я думаю, что для этого он и был предназначен, но в целом мануальный туалет, новые помпы я поставил. Там был электрический, и электрический это хорошо, электричество нужно как бы больше для того, чтобы пользоваться электрическим туалетом, да, особенно если много гостей. Здесь я поставил 2 по 200 ампер-часов гелевых аккумуляторов. Они показали себя просто шикарно. Совместно с холодильником, в котором я поменял управление электронное, вот это вот. При этом, скорее всего, ошибся. И причина была не в нем, а там в контакте. Но не суть важно. Сейчас он работает так хорошо, что вот эти 400 ампер-часов утром меньше 12,5 не опускается никогда. Так как места для аккумулятора было мало, аккумулятор хранится один здесь теперь и один там, как он должен быть. Ну, так как щиток здесь, то близко. Это инвертор маленький, на 1500 киловатт. Вполне хватает. Я так пока реализовал, не стал его подвязывать к центральной сети. Она вот здесь у нас, да, стенка. Цвет диодный. Я сейчас очень люблю ленты. Вот такую ленту здесь добавил, которая там яркость меняет. И там, в общем, таймер можно отключать и стробоскопы ставить. Штатная электрика здесь такая. И дополнительно, если надо, свет еще один. Вот эти еще дополнительные точки. Сейчас не видно, но ночью вполне себе комфортно. Особенно с этой лентой. Холодильник, свежая вот эта плита на шарнирах. Я ее сейчас блокирую, в целом мне нравится. Так я хожу, когда я хожу, не готовлю, то она мне заблокирована, очень удобно. Духовка, все как положено. Такие вот места всякие для хранения. Очень неэффективно использовано вообще пространство. Здесь надо что-то легкое, высокое хранить. То есть можно вот такие кубики, а там 2 плоскости всего хранятся.
больше не особо не грузишь, потому что тяжелые. Ну, ниши есть здесь. Это как бы чуть лучше организовано по качеству самих шкафчиков, по качеству распределения, эргономики, чем в джипсике. В джипсике как-то все попроще, но за счет все-таки я вот угловую сначала не взлюбил, а с другой стороны очень немного места, более компактная кухня становится. Да, там меньше места для порезать, еще чего-то. Визуально вот это намного приятнее выглядит. Ну, например, посадка, там надо было справа-слева, и с двух сторон можно было сесть, да, но стол был как бы раскрывался так вот в проход. Ну, может посмотреть другую часть как бы про джипсик. А здесь с этой стороны, поэтому как бы того, кто туда запихнется, уже выходить через остальных. В этом есть небольшой минус. И эта тумба сейчас там стоит для ребенка у меня была, так она стояла здесь. Очень интересный механизм. Ты убираешь эту штучку. Вот, кстати, килевые болты. Сухо, все чистенько. И раз, ее вот тумбу эту задвигаешь сюда. Здесь она прикручена должна быть. Просто я не делаю, мне это не надо. И эту штучку кидаешь где-то с этой стороны. И наоборот. Раз. Выдвинул. Тумбочка выдвинулась прикрученная. В ней есть полка для хранения. И сюда можно еще такой раз, кто готовит, присел, со всеми сидит. Упор для мачты. Коврик мне вот этот теперь стал нравиться по-домашнему. Раньше я все это не очень такое любил. Тут тоже есть полки для хранения здесь. Вот здесь уже больше утвари такой можно насунуть. Там по центру и там сбоку. Ну и две небольшие полки сверху. То есть, опять же, в джипсе за всей этой стенкой было огромное место для хранения. Ну, тут уже косая. Здесь все сделано более близко. Соответственно, там места вот тут только для барчика хватило. Так, в переднюю часть мы проходим в единственную дверцу, которая является меньше моего роста. Где-то сантиметра на 4-5. Но я как раз живу в передней, поэтому мне нетрудно гнуться. Дальше я опять стою в рост. Но надо мной уже совсем чуть-чуть места. Значит, что было в джипсе? Здесь был больше туалета забранный, поэтому была большая стенка для того, чтобы упираться головой, что для меня является критичным. Но я вышел, нашел такой ход. У меня здесь есть баки. Я бы здесь, честно сказать, вот достроил бы какой-нибудь такой подъемчик, полумягкий пуфа, да, спинку, и нормально бы через него бы перелазил. Возможно, там внизу, здесь раковина, внизу место для хранения еще. И вот такой шкафчик, да, здесь у нас. Возможно, здесь можно сделать еще вот так вот косую, как бы еще увеличить его. Но для меня 1,76 м вполне достаточно передней каюты. Если кому-то нужно больше, ну, здесь есть место как поизгаляться, потому что я захожу, стою. Здесь у нас шкафчик еще. И у нас здесь водяной бак с этой части и два локера для хранения. Там у меня спасы и теплые подушки, одеяла лежат. Ну, так по дереву все приятно. Дверка закрывается. Значит, вот такое вот помещение. Что было обозначено? Мне кажется, здесь немножко меньше места для хранения, чем в джипсе. Это раз. Мне визуально нравится этот дизайн больше. Это два. Но чисто практически, то есть он как бы поприятнее, побогаче, да, но чисто практически центральный кают-компания имеет место быть. Я так думаю. Ну и, возможно, какие-то дополнительные выводы я еще сделаю, просматривая обе лодки. Да, моторчик здесь 30-сильный, в джипике стоит 40-сильный мотор, но расход там чуть побольше. Ну, они оба идут хорошо, до 2000, до 5 узлов, примерно так, как и все. Расход там тоже был не какой-то аховый, то есть там 1,2, 1,5, примерно так вот. Значит, что еще рассказать про эту яхту? 2 газовых баллона, ну, локеры там, наверное, и все. Есть все, что необходимо. Мы проверяем электричество 1, 2, второй отключен сейчас моторный. Свет, все очень просто и понятно. Там билдж-пампы, показания воды. В таком духе. Ничего нового. Автопилот работает, этот ST4000 отлично, его сюда интегрировал. Суперски. Подшил все тены. Лесенка. Вроде бы ступенек примерно одинаковое количество, но в джипсе оно было чуть более полого. Здесь была такая перемычка, тумба разделена на 2, и в этом плане было поудобнее. Даже по дочери смотрю, она более спокойно поднималась. Плюс
боковые части у джипсика было чуть-чуть, вроде бы вот эти вот, я все время говорю, вот эти вот вроде бы по, сколько там, 30-40 сантиметров, но эти 30-40 сантиметров находятся прямо в самой широкой части, потому что нос должен по эргономике быть вот таким, да, и зад как бы заужаться. Но вот эти 40 сантиметров именно в центре, они, конечно, там, где-то метр, вроде бы 2-3, дают в самом центре. Ну и было поудобнее. В целом, конечно, малая привыкла, но ступенечки чуть более крутые, чем в джипсике. Но я скажу вам, он же и дороже все-таки, как на 20%, на 30%. Ну что ж, подведем итоги. По факту, обе лодки мне понравились. Но вот каждый выбирает сам. Хотите минус 20-30% и получить меньшее обслуживание, но, на мой взгляд, схожие обитаемые площади, пожалуйста, Sun Odyssey. Хотите чуть-чуть подлиннее, готовы чуть платить, ваш выбор лодки 36-38 футов. Хотя лично, еще раз, я считаю, что некоторые современные лодки дают значительно больше пространства, тем более размерные старые корпуса. Что касается ходовых характеристик, безусловно, Gypsy шел чуть-чуть легче, лучше. Его 40-сильный мотор, я вначале говорил 30, это моя ошибка, там 40-сильный мотор, он шел как бы чуть полегче, чуть поустойчивее, волны поменьше его сбивали. Но так как мы все входим в прибрежки в хорошую погоду, то вряд ли на это вообще стоит обращать внимание. 33 шла при своих размерах и 6, и 7 узлов, и довольно приятно. Как говорится, господа, выбирайте лодки по душе. Мне нравится, что у меня разнообразились запросы. У меня сейчас есть запросы вроде бы на 40-футовую, но посвежее лодку. Вроде бы на постарше, но по оборудованию. Мне это очень симпатизирует. Сейчас, на самом деле, я показываю вам, что я уезжаю с 33-ки для того, чтобы забрать свою 473-ю, на которую я прямо сейчас записываю этот голос. Поэтому, если вам было полезно, по традиции выпрашиваю ваши лайки и подписочку, потому что вас ждет много интересного. Мы перегоняли лодки с Карибского аукциона в Панаму, заезжая в Венесуэлу, где были арестованы на 7 часов. Это будет, скорее всего, через один сюжет, поэтому не отключайтесь, оставайтесь с нами. На этом канале яхты любят, яхты находят и помогают приобрести. Для этого у нас есть специальный телеграм-канал Yacht Family, как я уже говорил. QR-код вы видите сейчас или ссылочку в описании. И я ввожу дополнительную постоянную рубрику, называется «Бонусы». В конце вы посмотрите после фин. И до новых встреч, друзья! Мужчина, немец, собственными руками построил эту алюминиевую яхту. Кстати, вот с таким вот интересным вооружением. И у него, он купил проект у немца. У него было 2 маленьких киля, лифт. И он, представляете, что творит? Сейчас покажу. Он делает, вот, переделывает конструкцию, собственно, вообще самого фальш-киля с подъемным механизмом. Новый киль. Делает его по центру. И все из алюминия, дабы не было конфликта между материалами. Внутри у него будет свинец. Обалдеть, конечно, чувак делает просто огромную работу. Начинаем движение. Айгина. Рокеры.